Вот что мы видим в грунте. Какой у нее длинный ствол. Даже там, где был грунт, вот это все нужно отрезать. Очень длинный ствол. И когда я поливаю орхидеи, вот этот ствол попадает в воду. И, конечно, он мокрый, влажный, черный, гниющий. Поэтому так сейчас кардинально отрезаю вот эту часть ствола. И здесь явно гнилые корни. Добрый день, друзья! Сегодня сделаем омоложение пересадкой или пересадку с омоложением. Орхидея Гойя. У меня в этой орхидее находится садовая бирочка. Она, конечно, стерта уже. 4 года прошло. Но можно догадаться, что орхидея посажена в этот горшок в 2020 году. То есть 4 года. Почему нужно сделать пересадку? Видите, как высоко находится ствол над грунтом. 4 года. У орхидеи корни остаются живыми и рабочими не более 3 лет, а чаще всего 2,5. Поэтому орхидея активно растит корни, воздушные корни. Она цвела все лето и всю осень. 2 недели назад я срезала цветонос и срезала потому, что, видите, она его отсушивает сама. Там была сухая часть, я отрезала до живой части, но орхидея продолжает забирать из цветоноса питательные вещества, поэтому цветонос подсыхает. Но в то же время орхидея начала растить корни от шеи. И так как, конечно, сейчас конец января, начало февраля, это еще не весна, но в нашем регионе солнышко уже более яркое, когда, конечно, оно появляется. День стал длиннее, и наши орхидеи чувствуют весну еще за месяц до начала календарной весны. Поэтому пересаживаю. И весной, когда орхидеи очень активно начинают расти, и эта орхидея будет тоже активно расти. Ну вот я, как вам говорила, видите, и в горшке есть растущие корни, но есть корни гнилые, которые нужно удалить и посадить вот эти все корни, которые мы видим. И даже здесь есть растущие, вот они воздушные. Направить их в горшок, чтобы обеспечить орхидеи активный рост. Вот что мы видим в грунте. Какой у нее длинный ствол. Даже там, где был грунт, вот это все нужно отрезать. Очень длинный ствол. И когда я поливаю орхидеи, вот этот ствол попадает в воду. И, конечно, он мокрый, влажный, черный, гниющий. Поэтому так сейчас кардинально отрезаю вот эту часть ствола. И здесь явно гнилые корни. И осматриваю корневую систему орхидеи более внимательно. Как закрутились-то корни. Все сухие корни внутри, я не знаю, видно там? Вот так, наверное, да? Вот эти сухие корни я отрезаю.
Может быть, сейчас и ствол еще больше подрежу. Нужно разобраться, какие старые корни, какие остались растущие корни. Я бы тоже хотела видеть, что я делаю. Ну и давайте смотреть дальше. Вот этот корень, вот он, такой длинный. Вот видите, от основания он сохнет, желтый. Надо найти, где он заканчивается. Вот он заканчивается. Но так я не буду его разматывать до конца. Но на самом кончике корня есть растущая часть. Поэтому жалко, конечно, такой корешочек. Пока не буду его трогать. А вот этот корень желтый, от основания сухой, старый, растущих частей нет. Отрезаю. Когда так желтеет корень, это очень старый корень. Здесь не дорезаю до живого. Вот эти черные кусочки не дорезаю до живого. Ну, что тут еще? Ну, есть сухая часть корня. Ну и все. Остальное все более или менее в живущем и в растущем состоянии. Из-за вот этого одного корня, сейчас я подумаю, может быть, им пожертвую, я не могу еще обрезать часть ствола. И вот нужен ли мне этот один корень, когда у орхидеи достаточное количество растущих живых корней? Я думаю, что нет. И ствол вместе с этим корнем я ищу. Какой ствол? Так, стволик дорезала до живого. Если у стволика есть живая ткань, нужно обязательно обработать ствол корицей, толченым углем. Я чаще всего обрабатываю перекисью водорода. Одну капельку на стволик. Подождать минут 5-10, тогда можно сажать. Но чаще всего я не сажаю с такими сухими корнями. Я хочу посадить в этот же горшок, его будет достаточно, только я его хорошо промою от старых корней, от зеленых водорослей, которые есть в горшке. Вот за 4 года всего столько водорослей наросло. И могу объяснить причину. Эта орхидея никогда не стояла под ультрафиолетовыми лучами. То есть прямого солнечного света и даже рассеянного солнечного света она никогда не получала. Стоит она вот под такими бытовыми светодиодными лампами. Там водоросли нарастают значительно меньше. Что я делаю с такими орхидеями, когда большое количество сухих корней? Я помещаю корни орхидеи в теплую воду, даю этим корням хорошо напиться воды, и только после этого делаю посадку. Потому что когда корни сухие, они очень ломкие. А когда они наберут в себя достаточное количество влаги, их можно аккуратно сформировать в горшке. Как всегда, пойду положу в воду,
А такое большое количество воды я обычно набираю в кухне в мойку. Сейчас вам покажем, как она будет находиться в воде. В воде она может побыть и час, и два. Главное, чтобы вот эти корни, у которых сейчас есть вот такие, как морщинки, чтобы они набрали в себя влагу и стали плотными, гладкими. Что делать с таким количеством керамзита? Конечно, выбрасывать его жалко, потому что, ну, во-первых, он не разлагается. Нужно выбрать все вот эти старые корешки и прокипятить керамзит 2 раза по 10 минут. После первого кипячения промыть в теплой воде керамзит, налить свежую воду и прокипятить еще раз. Керамзит готов к следующему использованию. Вот так орхидея в воде будет находиться не менее часа, а может быть и более. Ну, корешки уже позеленели. Ну, корешки зеленеют сразу, но впитывают они влагу и наполняются. Им нужно больше времени для этого. Все. Как же быстрее. Ты пришел проконтролировать? Ну, можешь отдыхать целый час. О, здравствуйте. Ведущий пришел. Давай, ведущий. Так, и ложись сразу, только не мешай. Так хорошо было. Вот, молодец. Ох ты, боже мой. В силу непредвиденных обстоятельств орхидея провела в воде 3 часа. Но это ей совершенно не повредило. Корни только больше впитали в себя влаги. Она могла бы еще 2 часа пролежать, ничего бы с ней не случилось. Давайте отрежем или обрежем все ненужные корни. Еще нашлось. Я считаю, что один из ненужных корней – это вот этот корень. Он начинает желтеть, это во-первых. Значит, старый. И еще один корень, вот такой небольшой, непонятный кусок корня. У нее очень большое количество растущих корней, поэтому то, что у нее нет 2 вот этих старых корней, я думаю, что орхидея даже не заметит. Вот 2 старых корешка. С остальными корнями, конечно, я ее посажу. Хочу вам показать один маленький-маленький, прям маленький-маленький. Хочу вам показать один корень. Сейчас. Вот длинный корень. Вот здесь сломан. Я не буду его доставать из вот этих корней. Вот его начало. Вот слом. Ну, смотрите, в самом конце новый корень. И вот этот слом не мешает корню расти. Потому что сломан веламин, а тяж, центральный цилиндр корня, он живой и здоровый. И растут новые корешки. Так, горшок я помыла, продезинфицировала горячей водой. И теперь мы с вами, ну это я так говорю, продезинфицировала, просто обдала хорошо горячей водой. И теперь мы помещаем корни орхидеи в горшок. Опять принцип. Сначала длинные корни, потом останавливаюсь, заправляю в горшок более короткие корни. И уже на этом этапе держу орхидею ровно и стараюсь держать ее по центру и кручу
горшок. Видите, орхидея стоит на месте. А горшок я поворачиваю. Корни в горшке закручиваются. И орхидея погружается глубже в горшок, как я и хочу. Вот видите, что получилось внутри? Отлично. Можно, конечно, еще глубже. Но я думаю, что вот этого достаточно. Так как орхидея 4 года росла в керамзите, я ее опять сажаю в чистый керамзит. Без добавок. Все отлично. Основание орхидеи чуть выше уровня грунта. Все корни находятся в горшке. Их видно. Вот они, растущие корни. Вот растущие корни. Орхидея активная. Цветет каждый год. Причем цветение длительное. Но она действительно буквально 2 или 3 недели назад отцвела, и я срезала цветонос. Поэтому надеяться на то, что она завтра выпустит новый цветонос, пока не приходится. Но все может быть. Если будет прохладная весна, она может выпустить цветонос. На садовой бирке я опять написала название и написала время посадки орхидеи. Но, как всегда, в любом случае, когда бы это ни случилось, ждем цветения орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.